Зачем плакать до надрыва и снова петь? Зачем биться до потери, жить и умереть? Зачем падать от бессилия и снова в бой? Ничего со мной не бойся, я буду всегда рядом с тобой. О чем песня? Я написал это в 14 лет. Я в душе не чаю, что было тогда в голове. Я эмо слушал. Песня «Зачем» писалась несколько этапов. Это когда я написал первые 8 строчек, первые 2 куплета. И мне тогда было 14 или 15 лет. Последний же куплет был написан 17 июля прошлого года, в момент моей сильнейшей депрессии, и был посвящен человеку, которого мог потерять навсегда. О чем? О верности. Она верна тебе. Поэтому песня «Зачем» изначально была не про верность и любовь, а была про уходящее чувство того, что ты теряешь в своей жизни что-то очень важное. Вот как это чувство описать, когда женщине... В моей жизни такое вот только недавно случилось. От тебя ничего не нужно, кроме того, что ты есть. Что это безусловная любовь. Когда Давид в процессе записи сказал, что песня «Зачем» теперь про любовь и верность, я с этим полностью согласился, потому что песня стала лиричной, и когда я услышал вокал Джульетты, я понял, что эта песня больше не про боль. Она про теплоту, заботу и бесконечную верность. Он такой нежный, я не могу. Он боится, но внутри в нем кипит красота, любовь, нежность. Весь зажатый такой в мышцах, скованный. Чаще на людях я показываю улыбку, доброту и вечный позитив, хотя внутри всегда бушует море эмоций и страстей. Я в тесном телесердце, мне не помочь. Сгораю от желания, солнце уходит прочь. Безусловная любовь? Да. Вопрос «Зачем» связан со всеми аспектами нашей жизни. Поэтому прежде чем принять какое-то решение или что-то сделать, нужно всегда задаваться вопросом, а зачем, собственно, все это нужно? Изначально такой риторический вопрос. Зачем плакать до надрыва и снова петь? А какой-то несокрушимой и почти что инстинктивной потребности быть рядом с любимым человеком. Ничего со мной не бойся, я буду всегда рядом с тобой. Ты паришь, отвечаешь, моя родная. Бьется в тесном теле сердце, мне не А моя героиня в этой песне — это защита, опора и поддержка. Для меня строчка «Я буду всегда рядом с тобой» — это утверждение человеку, который тебе очень важен и дорог. Я буду всегда рядом с тобой. Убирай энергию в себя. Рядом с тобой. Изначально песня подразумевалась как сольная, но хотелось, чтобы песней прониклись абсолютно все люди. И когда я услышал голос Джульетты вживую, я понял, что это тот самый тембр, с которым я хочу петь практически все свои будущие дуэтные песни. У меня появилось желание ее исполнить и по-своему прожить. То есть показать, как эту песню смогу прожить именно я. То есть вот это все вокализирование, это не об этом. Вы прекрасно поете. Вам не надо ко мне идти, чтобы это записать. Поверьте мне. Только думайте о том, что вы транслируете. Что вы хотите этим сказать. Это как в анекдоте. Это правда, что в вашем театре переигрывают? Ну, у нас без лишнего пафоса совпадают тембры, кроме того, что Джульетта дикий профессионал. Пойми, пойми, пойми. Вовочка, ты прекрасный мужчина. Это не работает. Ты такой Джульетта, это бесполезно. огромнейший. Джульетта, бесполезно. Я людей присылал, чтобы они серенады пели. Ты какую песню, красавчик, написал? Что ли? Не поможет. Я знаю, от кого это все. От Давида. Это все. Как только Джульетта зашла в микрофонную комнату и начала петь уже первую строчку, я понял, что все, теперь песня цельная. Вы прекрасно сыграли с Кристину Агилеру в «Бурлеске». Зачем биться до потери, жить и умереть?
Зачем плакать от бессилия? Это Володины танцы, девочки. Это Володины танцы. Дьяволенок. Джульетта показала, насколько рок-звучание может быть личным, лиричным и теплым. Показать красоту и мощь своего голоса, и какие ты там можешь взять невероятные высокие ноты вокальными приемами, спеть душой. Полетели. Летим. Летим, 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 летим. Но я старалась с самого начала проживать песню. Не, это агрессивная любовь. По истечению нескольких дублей это состояние, оно было все ближе к истине, вот так скажу. И этот процесс был самым сложным, потому что нужно было прыгнуть на голову выше себя самого, учитывая, какой сильный исполнитель и вокалист Джульетта. Но когда у тебя поставленный голос и есть вокальная техника, во главе становится скорее состояние, потому что через это состояние ты можешь передать смысл песни. Не знаю, это все подходит или я фигню несу? Раз, два, три. Ты должен бежать на встречу к Джульетте. Было сложнее всего привнести в нее не силу или вокальные данные какие-то, а именно театральной чувственности и исполнения. Сложность дуэта — это всегда партнерская работа. Конечно же, нужно чувствовать и себя, и партнера. Я рок слушаю с 13 лет, и для меня рок всегда был не просто про крики или мощные гитарные рифы, а рок всегда был про честность, про нестандартность, про непохожесть на другие стили. Здесь нужно было как раз через рок донести частичку своей души. Самым трудным в записи, наверное, было настроиться сразу на нужную волну и выдать именно тот спектр чувств, ту самую нужную краску, которая пришла вот как раз-таки на 4-м часу записи. Зачем? С каким-то вот как будто вот усталостью. Мне кажется, такой бред несу. Был прекрасный момент, когда спустя 4 часа записи Джульетты Давид сказал Джульетте спеть все одним дублем. Спой мне от начала до конца песни, пожалуйста. Там еще? От начала до конца. А потом сказал, что этот дубль и пойдет в финал. Ничего со мной не бойся, я буду всегда рядом с тобой. Песня «Зачем» о бесконечной теплоте и заботе. Любовь становится единственным источником вдохновения, источником жизни, единственной опорой в этом мире. Фраза «рядом с тобой» означает не просто нахождение около человека, а ощущение того, что человек рядом, даже если вы находитесь далеко друг от друга, потому что ты чувствуешь его тепло и заботу даже на расстоянии. Такая клятва верности. Моя энергия жизни значит, что ты жив. Изначально была «Моя энергия жизни» значит, что ты жива. Это песня о каждом из нас. Зачем плакать до надрыва и снова петь, если ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который пробудет всю твою жизнь, будет поддерживать тебя в любой ситуации? Это риторический вопрос, потому что на него нет ответа. К финалу песни и так все понятно. Я бы, наверное, сказала, что это о балансе силы и нежности. Зачем плакать до надрыва и снова петь, если можно быть вместе, любить друг друга и наслаждаться этой прекрасной жизнью? Настоящая любовь. Некая клятва и непреодолимое желание быть рядом с человеком на таком клеточном уровне. Мне хочется, чтобы после прослушивания песни человек просто подошел к любимому человеку и сделал для него что-то важное, ценное и теплое. Чтобы дарить любовь, его просто нужно прижать. Нужно, вот эта эмпатия нужна, чтобы ему стало хорошо. И вот об этом я хочу. $100. За бумажки. Смотрите, сейчас тональность напомню. Прижмите его к себе, к сердцу. Поехали. Зачем плакать до надрыва и снова